Мы снова в эфире, группа компании «Трактористы». Сегодня хотим сделать небольшое сравнение двух тракторов. Марка «Беларус». Справа у нас трактор МТЗ-82.1. Слева у нас 82.1 с мостом балочного типа. Усиленный передний ведущий мост с планетарно-цилиндрическими редукторами. Отличается большей проходимостью. Диаметр колес здесь у нас R24, можно увидеть. Вот, 24 диаметр. Номинальная нагрузка, которую выдерживает данный мост, порядка 1600-1700 килограммов, против обычного моста, у которого номинальная нагрузка 800 килограммов. Принцип действия и конструкция мостов очень сильно отличается, разнится. Если мы рассматриваем мост обычного МТЗ-82.1, состоит из кучи мелких запчастей. Это валы вертикальные, полуоси, шестеренки. Все это ломается, часто меняется. Запчасти на передний ведущий мост, наверное, самые продаваемые в структуре трактора МТЗ. Внешне выглядит таким образом. Плюсы данного моста: можно делать регулировку колеи. При желании откручиваем данные гайки. Здесь у нас червячная передача. С помощью ее можно регулировать ширину колес. Так выглядит усиленный мост. В его конструкции также используются валы. И вот, если здесь увидим, шарнирная передача, кто как называет, кто-то говорит карданчики. Мост выдерживает очень высокую нагрузку. Да, запчасти на него подороже, но ломается редко и служит долго. Кронштейны здесь уже стоят достаточно мощные под крылья. Такая достаточно мощная труба усиленная. По типу этот мост напоминает мост трактора «Беларус» 1221. Но у 1221 совершенно другие характеристики. Принцип действия моста такой же, но он более мощный. Отличается большими размерами и все там крупнее. Оба трактора у нас имеют двигатели D243, мощность 81 лошадиная сила, то есть по мощности идентичная. Сейчас пробовали смотреть дорожный просвет, но думаю, что он одинаковый, различий нету. Посмотрим, какая топливная аппаратура используется на тракторе. Здесь у нас стоит, мы видим, ТНВД производства Ногинск. Вот на табличке написано. Эти ТНВДшки достаточно распространенные на данном тракторе. Работают практически с любой соляркой, неприхотливые. Ремонт стоит дешевле, чем на ТНВД импортных производителей. Вот здесь вот у нас как раз на данном тракторе ТНВД стоит чешский мотор-пал. Здесь вот сверху мы видим СВД, секция высокого давления. Вот, у нас в продаже каждая СВД стоит там порядка 3500 рублей. К солярке данная топливная аппаратура критична. Ремонт ее дорогостоящий. То есть любят хорошую соляру, поэтому кто работает на соляре низкого качества, не рекомендуем брать трактора с импортной топливной аппаратурой.
Так, навеска у тракторов идентичная у обоих. Грузоподъемность там в районе 4 тонн. Гидроцилиндр подъема навески. Используется сотка CS100. Вот он здесь стоит. Вообще, надо сказать, что трактора с мостом балочного типа часто покупают под установку навесного оборудования различного, фронтальных погрузчиков. Люди берут погрузчики с грузоподъемностью 1500 килограммов. Мост держит эту нагрузку. Проходимость у данного трактора с балочным мостом выше. По болотистой местности, в лесах любят лесники на них двигаться. Регулировка данного моста происходит путем переборки колесного диска средней части. Вот она разборная. Откручиваем вот эти болты. Переворачиваем среднюю часть диска обратной стороной, и можно поменять ширину колес. Это иногда необходимо при установке навесного оборудования экскаваторного типа, например, или от валов некоторых производителей. Желаем всем хороших выходных. До новых встреч в эфире.